Привет, дорогие друзья! И многие из вас зададутся вопросом, так а что там в Стамбуле? Чем закончилось? Не закончилось ничем. Скоро будет очередной раунд переговоров. И все, и представители Российской Федерации, в общем-то, заявили о том, что мы готовимся, мы готовы. Следующий раунд переговоров в Стамбуле. Правда, когда не говорят, то есть, скорее всего, уже, понятно, что уже в июле. При этом вы отлично помните, что Зеленский наотрез отказывался что-либо обсуждать без гарантии безопасности. То есть обсуждать прекращение огня без гарантии безопасности – это табу. А Ермак вовсе выдвигал ультиматум сначала возвращения ВС РФ на рубежи от 23 февраля 2022 года, а уже потом мы будем садиться и о чем-то там разговаривать. Однако, после того, что произошло в овальном кабинете, когда Зеленский, собственно, выступил в роли этой, которую напихали, Зеленский решил больше не злить Трампа и все согласен на перемирие. Но, правда, слуги народа не очень скрывают свой расчет, что Путин отвергнет перемирие или выдвинет неприемлемые требования. И тогда его можно будет уже заставить выполнять условия, а именно мощными санкциями, поддержкой ВСУ, оружием и так далее. Да? Но план сработал только наполовину. В Кремле на самом деле не согласились на перемирие ради перемирия. Однако и Трамп не решил проявлять волю, чтобы надавить на РФ. По этой причине офис президента просто застрял в дне сурка. Ибо они каждый день теперь требуют усилить давление, ужесточить меры и так далее. Это началось с момента, когда США выступили со своим проектом прекращения огня. Но есть вроде как и другая причина, почему Зеленский как дятел продолжает требовать ужесточения мер и так далее. Дело в том, что Зеленскому-то выгодно продолжение боевых действий. И невыгодно, чтобы они прекращались. Это очевидно, мы это много раз обсуждали. Но фишка в чем? Дело в том, что для продолжения войны необходимо не только оружие, оружие сейчас большая проблема. Необходимы не только люди, а люди – это колоссальная проблема, и поэтому опричники Зеленского, которые… Зеленский как бы ни при чем. ТЦК такие плохие. Вот это руку, давайте побьем руку. А из какого тела она растет, мы не видим, да? Людей не хватает, но самое главное – большая проблема с деньгами. Вы, возможно, не знаете, но Украина подошла к самому краю и балансирует на этом краю, раскачивая руками. Денег нет. The Washington Post посвятила целый материал тому, что потрепанная войной экономика колеблется тупо на грани. Еще в начале года, когда Трамп вступил в президентские полномочия, он делал обещания о скором окончании войны, цена на государственные облигации взлетела, бизнес предвкушал высокие дивиденды от участия в восстановлении Украины. На что был расчет? Расчет был на то, что Трамп на самом деле это все остановит, что где-то в середине 2025 года война закончится, и можно будет уже начать зарабатывать на восстановлении, пилить бюджеты и так далее. Но все это произошло, не так произошло. Трамп этого немножко не закончил и переключился на совершенно другие темы в других регионах. На данный момент страна держится благодаря значительной поддержке со стороны западных стран. Но этого может оказаться недостаточно. Единственное соглашение, это ресурсное соглашение со Штатами, оно не работает. И у меня такое подозрение, что оно вообще ни хрена не заработает. Страны боятся инвестировать в Украину, и это понятно. Реинвестируют они только в действующие проекты. Зеленский, конечно же, рассказывает о том, что ВСУ идут вперед, самолеты летят, всех бомбят. Кстати, да, вы знаете, что ночью потерян еще один F-16 вместе с пилотом. Но инвесторы совсем не дураки. И они видят, что страна как раз таки теряет километры своей площади. Не иначе нас смотрят. А надо понимать, что вместе с потерей территории экономика тоже сплющивается, потому что теряется доступ к сырью. На днях было захвачено крупнейшее месторождение лития возле Великой Новоселки. Невозможно нормально добывать коксующийся уголь под Покровском и так далее. Эти месторождения могли разрабатывать западные страны, Штаты. Именно поэтому Зеленский сдал Штатам все эти месторождения. Но только сделка не работает. И очевидно, что не заработает до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия. Далее. От ударов
прекращают свою работу предприятия, которые мало того, что что-то делают там для страны, но еще и обеспечивают мало-мальски какую-то валютную выручку. Чем меньше пахотных земель, тем меньше опять-таки эта же валютная выручка. Какие-то продукты уже даже на внутреннем рынке приходится импортозамещать. Например, закупку газа выросли. А очевидно, что отображается это на себестоимости товаров. Инфляция растет. Закупка газа происходит интереснейшим способом. Это покупается опять-таки все тот же российский газ, но со словацкой наценкой. Идеальный отказ от российских энергоносителей. Да? Как много нам рассказывали о том, что способны добывать самостоятельно. Причем, что я не замечаю таких именно мощных ударов по газодобывающим каким-то там предприятиям в Украине. Пока что не замечаю. Простите, если вдруг где-то что-то упустил. Ну и дальше. Народ выезжает. Просто выезжает население. Активное население или забирают в армию, или оно отвалило и любит страну издалека. А это значит падает доля активного населения. Некоторые эксперты уповают на то, что в 26-м ситуация улучшится. Удастся держаться на плаву. Ни о каких-то там полетах в космос никто уже не говорит. Министр финансов Марченко предупредил народных депутатов. Нужно быть готовыми к тому, что война продлится весь 26-й год. И даже если она закончится раньше, бюджету потребуется секвестр. Но непонятно, на чем же будут сокращать. Минималку в этом году не увеличивали. Зарплаты в госсекторе, если и повышали, то абсолютно незначительно. А где еще урезать? Пока что, впрочем, бюджет не сокращают, даже увеличивают на почти 500 миллиона путем увеличения доходов и внутренних заимствований. Внутренние заимствования и доходы, перевожу, это просто увеличение налогов. Больше будут собирать налогов и увеличивать налоги, опять-таки, со своего населения, которого, как мы выше разобрали, становится все меньше. Причем активного населения валит активное население. Бабушка какая-то, она может и хочет свалить, но не может. А активное население, крепкие мужики для того, чтобы ходить там в Австрии и кричать «Украина понад усе», они как раз отваливают. Я не говорю, что все такие. Я просто каждый день вижу эти выступления. Каждый день. Чем шире морда, тем громче кричит, как он любит Украину. Зеленский во время саммита Большой Семерки в Канаде подчеркивал, что для финансовой устойчивости Киеву союзники должны ежегодно предоставлять 40 миллиардов поддержки. И пенсии, здравоохранение, образование еще как-то перекрываются за счет доходов от замороженных российских активов. Тема очень стрёмная, мы уже много раз говорили, когда кто-то придет за этим баблом, то отдавать придется ого. Но как быть с другими расходами? Одобренное финансирование на следующий год компенсирует только половину из запрошенных Зеленским 40 миллиардов. Базовый сценарий МВФ все еще исходит из того, что боевые действия закончатся в конце 25-го. По негативному они закончатся в середине 26-го. Но тут еще есть некоторые факторы, потому что люди, которые собираются инвестировать, есть, может быть, такие больные, которые собираются инвестировать в Украину, они ориентируются еще и на показатели рейтинговых агентств. Международное рейтинговое агентство SP Global в этом месяце объявило о дефолте Украины по ВВП варантам. После того, как Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации и пропустила платеж на 665 миллионов долларов. Я вам напомню, когда Ереська, помните, такая министр была, приехала, дела сделала, уехала. И тогда тупые, пробитые лохи аплодировали стоя Ереська, а я записывал видео и говорил, вы что реально, пробитые? Ведь если экономика, ВВП будет расти, то, получается, надо будет больше платить. Получается, Украине невыгодно, чтобы росла экономика. Ну, кто меня слушал? Кто такой Шария? Вон там видные экономисты. И плюс она приехала из Канады, это значит, она умная. Ну, вот можно сказать спасибо этой большой умнице. Теперь страна платит за экономический рост. В этом году он ожидается на уровне менее 3%, тогда как оптимисты ожидали увидеть около 7%. После того, как Штаты ударили в псину, осталось смотреть только на Европу. Но Европа подводит, потому что сильно выручал торговый безвиз. А Евросоюз тоже ударил в псину.
Квоты на 30 товарных групп возвращаются. Не последнюю в этом роль сыграла Польша. Прежде всего пострадает экспорт зерновых. Национальный банк ожидает, что до конца года потери из-за этого составят около 800 миллионов долларов. Венгрия со Словакией заблокировали 18-й пакет санкций. Но что важнее, венгры наложили вето на заявление ЕС, после которого должны были стартовать предметные переговоры о вступлении Украины в ЕС. В Будапеште под это дело провели даже референдум. Говорят, непонятно, где сейчас проходят границы Украины. Нельзя принимать в свою страну, которая находится в состоянии войны. Это втянет в войну весь Евросоюз. А поскольку в том же заблокированном заявлении была закреплена долгосрочная финансовая помощь, она теперь тоже идет нафиг. Друзья, а почему эти страны так взъелись на нас? А давайте вспомним, с какими 3 странами успел вдрызг разругаться Владимир Зеленский. Вспомнили? То есть вы считаете, это не он побудил людей голосовать за антиукраински настроенных политиков? Совет Европы при этом поддержал создание трибунала для российского руководства в связи с войной в Украине. Это первый такой со времен Второй мировой. Это победа. Ну вот мы поговорили о том, что страна балансирует на крае пропасти, а здесь победа. И Зеленский этим даже хвастает и сейчас это выдает за победу. Перемога. Я не буду уточнять, что Совет Европы это чистое, галимое шапито, на которое никто в мире не ориентируется, кроме, я не знаю, украинских депутатов, которые в Фейсбуке пишут «Смотрите Совет Европы». Ну и Зеленского. Он согнал каких-то бомжей, чтобы они устроили ему там горячий прием на полях ассамблеи, вместо того, чтобы записаться в ряды ВСУ, кстати. Не, ну реально, ну там и мужики тоже, а там бабье какое мужиковатое, а. «Кращий президент!» кричат. Кращий президент! Найкращий! Там такие рожи, что реально ты хватит 3 раненых бойцов вот так взять и пешком вынести с поля боя. Чего ж ты отсиживаешься там, кращий президент? Езжай, помогай стране своей, долбануша. Что отделяет этот трибунал, Зеленский любит сравнивать с Нюрнбергским, от, собственно, Нюрнбергского? Дело в том, что Нюрнбергский трибунал был сформирован после окончания войны. Война в Украине не закончена. И переломным моментом стало в ней не украинское успешное контрнаступление 22-го, а украинское провальное контрнаступление 23-го, после которого действительно наступил перелом в войне. И все последующие попытки ВСУ что-то сделать, это просто крик партнерам: посмотрите, мы еще что-то можем. Это не о том, чтобы что-то завоевать и там отвоевать. Это для того, чтобы что-то продемонстрировать в пиар-плане. Никто не говорит, что там в Сумах происходит. Часто ли, к примеру, Зеленский признается, что украинский отряд попал в засаду и погиб? Ведь это рутина. Почему он не расскажет, к примеру, как на 9 мая колонна техники зашла в Торецк и была там полностью разгромлена? Но мы отвлеклись от трибунала. Когда будут вынесены приговоры, никто не знает. Потому что необходим еще ряд процессуальных моментов. Процедурных. Материалы можно изучать годами. Но парламентам стран нужно будет еще ратифицировать договора. Это займет какое-то время и может столкнуться еще и с внутренним сопротивлением. Кого будут судить? Не рядовых офицеров и так далее, будут судить верхушку. То есть это какая-то, наверное, пара десятков человек. Причем что? Путин, Лавров и Мишустин пользуются международным иммунитетом. Я вам больше того скажу. Представители Большой Семерки долгое время вообще отказывались даже говорить о том, что можно судить неприкасаемую тройку. Но все же удалось договориться о том, что они будут неподсудны, пока остаются у власти. В зависимости от тяжести вины, пока что все время, пока они будут находиться у власти, будут собирать материалы. В зависимости от тяжести вины может быть назначено любое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Украина настаивает, чтобы судили еще и Лукашенко и Ким Чен Ына. Но подсудимый будет находиться вне досягаемости трибунала, он не будет признан Россией или ее союзниками. Понятно, что будут заочные приговоры. А что я вам должен сказать по поводу заочных приговоров? Дело в том, что я тоже заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за ролик «Враги народа из ВСУ», который находится у меня на канале.
15 лет тюрьмы, да, заочным приговором все адекватные страны, а это, ну, слава богу, там большинство, которые еще пользуются законом, они относятся с крайним недоверием. Легитимность таких процессов ставится под сомнение. Но у меня вообще было идеально, потому что у меня документально зафиксировано, как мне отказали много раз участию в суде, надо мной же. Вот. Ну и там просто суд прошел уникально. Да? Здесь я думаю, что они не выкажут желания участвовать в этом процессе. Да? Но в любом случае процесс, который идет вот таким вот образом, это сомнительный процесс. А тут еще надо учитывать, что при Трампе сокращают или даже полностью разгоняют программы, которые расследуют деятельность российских солдат в Украине. Поэтому этот суд будет еще менее репрезентативен, чем Международный уголовный суд, чей авторитет сейчас упал ниже плинтуса, потому что никто никого не задерживает и всем плевать, что там выносит этот суд. Скоро еще и самих судей судить начнут, скорее всего. США жесточайше критикуют МУС за процессы против Израиля, даже вводили против его судей санкции. Причем уже были прецеденты, когда Монголия не стала задерживать Путина, а устроила ему, напротив, пышный прием и по такому случаю бомбанула у украинского МИДа. А в те страны, которые гарантии неприкосновенности ему не дают, вроде Бразилии, он просто не ездит, направляя вместо себя Лаврова, которому ордер не выписывали. А сам тем временем либо сам у себя принимает гостей, либо посещает те страны, где его никто арестовывать не собирается. В общем, это то самое классическое: в мое отсутствие меня могут даже бить. А эффективность такого судилища такая же, как введение санкций и наложение запретов на активы каким-то там российским гражданам, у которых активов в Украине просто нету. Ну, а изъять у Путина, если вдруг что-то и надо, так 20% территории можно же попытаться изъять. Я думаю, суд должен вынести такое решение. Правда, 20% территории от этого не вернутся. Короче, европейцы создают опаснейший прецедент, особенно после нападения на Иран, которое крайне расплывчато с точки зрения международного права. Неизвестно еще, против кого потом создадут такие трибуналы и кого потом будут судить. Для чего это нужно Киеву, я понимаю. Во-первых, пиар, во-вторых, бабло. Посмотрим, сколько денег теперь будут выделять на офис этого спецпрокурора, как своих жен, шлюх, деточек туда пристроят и так далее. Все чисто по-украински. Вот такая ситуация. И в то время, пока страна еле пыхтит, не понимая, за какие деньги завтра жить, в то время, пока рушится фронт, занимаются власти вот таким дебильным пиаром, который ничего абсолютно не принесет и не даст. Если вы слышите от кого-то, что это второй Нюрнберг, набирайте харкоты и плюйте в лицо, потому что это чушь. Никакой это не второй Нюрнберг, это просто очередное пилилово бабло и очередной пустой пиар. У меня все. Пока.